Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала вот такую подставку под кружку двухцветную из жута. Вы сможете связать подставку, либо даже ковер абсолютно любого размера, который только захотите. Я сейчас все расскажу, да, как регулировать размеры изделия, на что обращать внимание. У меня подставка с бахромой, можно бахрому не делать, можно делать, можно сделать какую-то ажурную обвязку, если вы хотите, либо добавить такую плотную обвязку обычными столбиками. В общем, здесь уже оформление краев, все зависит от вашего желания, от фантазии. Я буду вязать из джутового шпагата от пряжи Центр Халва. У меня размер S, это двухниточный джутовый шпагат, ориентировочно плотность его 1120 текс. По моему промокоду, который вы увидите на экране, вы получите 10% скидку на все, что положите в корзину на этом сайте. Ссылочку на сайт я оставлю также в описании к этому видео. И там вы сможете найти джут разного цвета, разной толщины. И также там представлены еще и полиэфирный шнур, и трикотажная пряжа, и такая разнообразная фурнитура, аксессуары для вязания. Основной крючок у меня будет 2,5, номер 3 для того, чтобы набрать цепочку воздушных петель. И беру еще крючок поменьше, номер 2, для того, чтобы было удобно прятать кончики. Также нужны хорошие острые ножницы. И, в принципе, на этом все. В 20 воздушных петлях и 11 рядах мы здесь вяжем полустолбиками с одним накидом. У меня получилось 11,5 по ширине и 10,5 по высоте. Если у вас такой же джутовый шпагат, такой же плотности, и вы будете вязать таким же крючком, то можете ориентироваться на мою плотность и набирать такое же количество воздушных петель, как и я. Если вы будете изменять размер полотна вашего, то я вам советую связать образец и рассчитать, исходя из вашего количества воздушных петель и рядов, нужное количество воздушных петель и рядов для вашего изделия. Крючком номер 3 натуральным цветом набираю 20 воздушных петель. И 20. Далее высвобождаю крючок из петли, перехожу на основной 2,5, ввожу его в петлю и делаю 2 воздушные петли для перехода на первый ряд. В третью петлю от крючка 1, 2, 3 за дальнюю дужку, да, вот эти звенья косячки опускаю вниз и здесь нахожу вот эти перемычки. Делаю накид и вот в третью перемычку провязываю первый столбик, 3 петли на крючке вместе, накид, следующую перемычку, 3 петли на крючке вместе, и так вяжу до конца ряда. Последний столбик не закрываем, закроем вместе, мы там будем уже переходить на новый цвет. И подхожу к концу первого ряда, провязываю последний столбик, не довязывая его до конца, да, сделала вот 3 петли на крючке, и здесь перехожу на новый цвет и довязываю, закрываю столбик этим новым цветом. Все подтягиваю. Далее во втором ряду я буду ввязывать и вот этот натуральный цвет, и кончик. Для этого я перевожу назад кончик, придерживаю его там. И далее рабочую нить, да, натурального цвета я накидываю на желтую, поднимаю за крючок, держу. И здесь делаю желтым цветом 2 воздушные петли для перехода на следующий ряд. Вот так. И вот таким образом я буду переходить на новый цвет и переходить на новый ряд в каждом ряду. Подтягиваю здесь все.
И теперь у меня всегда нить, которую я ввязываю, она у меня будет лежать где-то внизу, да, для удобства, а та, которую буду работать, наверху, чтобы ничего не путалось. Пока этот момент оставим и вернемся к хвостику от цепочки. Здесь я, как обычно, распускаю вот этот узелок, подтягиваю. И здесь я его спрячу, не буду поднимать, как обычно, на верхние горизонтальные первого ряда, а уведу между столбиков. Беру свой маленький крючок номер 2 и вот так вот прохожу в стеночки столбиков и подхватываю кончик. Раз. Два. Все. И вот так вот увожу. Можно уводить до самого конца, да, либо пока у вас не закончится хвостик, я уже обрежу. И далее возвращаюсь к вязанию второго ряда. Возвращаю крючок в петлю, да, 2 воздушные мы для подъема уже сделали. Подтягиваем еще желтый кончик, чтобы первая петелька не расползалась. И переводим все вот так, все вот эти ниточки натурального цвета и кончик от желтого на верхние горизонтальные, переворачиваем. И в третью петлю от крючка будем вязать, просто проходя крючком под верхнюю горизонтальную подобие дужки, провязываем полустолбик с накидом. Накид, третья петля от крючка на натурального цвета у нас. Вяжем первый столбик, второй. И вот таким образом до конца. Последний столбик закрываем натуральным цветом, потому что следующий ряд у нас будет уже натуральный. Так, лишний кончик желтый обрезаю и провязываю последний столбик, не довязываю его до конца и закрываю натуральным цветом. Подтягиваю желтый, чтобы столбик был на уровне всех остальных столбиков. И перехожу на новый цвет и на новый ряд. Желтый цвет, тем, которым только что вязала, набрасываю на натуральный цвет за крючок и здесь придерживаю. И натуральным цветом делаю 2 воздушные петли для подъема. Так, меняю положение своих моточков. У меня натуральный теперь будет сверху, желтый снизу. И желтый прокладываю на верхние горизонтальные, переворачиваю полотно, делаю накид и в третью петлю от крючка, в петлю желтого цвета, я начинаю провязывать третий ряд, ввязывая желтый цвет. И еще такой важный момент при двухцветном вязании, да, когда вы вяжете нити, ввязываете их в каждом ряду, обязательно поправляйте вот так вот полотно, чтобы нигде ничего не стягивалось. И когда вы переходите на новый цвет, перед тем, как его подтянуть, тоже обязательно его подтяните, расправьте, чтобы все было аккуратно и ровно, да, и было ровное полотно. И вот таким образом я вяжу на высоту, всего у меня 11 рядов, у вас может быть свое количество. Вот так вот постепенно еще я буду подтягивать желтый цвет. Опять же, я говорю, не перетягивайте, чтобы все было аккуратно и равномерно. Всё. И вот так вот в каждом ряду, пожалуйста, меняйте таким образом цвет, да, либо у вас может быть своя последовательность смены. И встречаемся в конце вязания подставки. И когда я провязала последний столбик в последнем ряду, я его закрываю тем цветом, которым я его вяжу. Обрезаю ниточку, оставляю кончик не совсем коротким. Нить желтого цвета, который я ввязывала, я также обрезаю, предварительно вот так вот выровняв ее, подтянув. И здесь я под корень прям режу. Ниточку высвобождаю и прячу ее так же, как и кончик от цепочки воздушных петель, то есть между стенок столбиков. И далее я буду делать бахрому. Для этого я нарежу небольшие отрезки, примерно по сантиметров 10
желтого цвета у меня будет 10 штучек, да, потому что у меня 5 полосочек с каждой стороны у меня бахрома. И 12 натурального, потому что 6 полосок натурального цвета. И тут вы можете бахромой задать направление вот этим полоскам, да, как у вас будет располагаться салфетка. Смотрите, если вы, например, хотите горизонтальные полоски, то бахрому делаем по направлению полосок. Если же вы хотите вот такие вертикальные полоски, то бахрому можете пустить вот здесь. И далее продолжаю крепить. Находите любые точки, главное, чтобы они были примерно одинаковые. Просто крайние стеночки, за которые можно зацепиться, и оформляйте край бахромой. Так, всю бахрому прикрепила. Обязательно вот так вот еще укрепите основание бахромы, подтяните каждый кончик. И далее подрезаем на необходимую длину, примерно 2 сантиметра я оставляю. А все остальное подрезаю. Ну что же, салфетка готова. Почти. Ее нужно сейчас еще обязательно отпарить, отгладить, для того, чтобы она стала вот такой ровной и аккуратной. Вот эту бахрому еще можно распушить. Можно взять либо щетку для животных, либо ножницами, иглой, чем-нибудь вот так вот ее подраспушить. Она в любом случае будет распускаться. Можно намеренно этого не делать. Она вот у меня, в принципе, и так просто вот сама по себе начала пушиться после отпаривания в том числе. Вот, поэтому сейчас обязательно отгладьте, пожалуйста, отпарьте. После того, как вы отгладите, еще когда салфеточка будет теплой, вы вот так вот ее поправьте, руками выровняйте прям там, где неровно. И на этом все. Я очень надеюсь, что видео было для вас доступным, понятным и интересным. Если это так, обязательно ставьте мне в комментариях какую-то обратную связь, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Благодарю вас за просмотр, за проявленный интерес и желаю вам много новых интересных идей и приятного вязания. Пока-пока!